сейчас, или он спрашивал, хочу ли я прочитать что-то. В общем, это по желанию трудящихся. Расскажите о себе Иосифе Бродском. The question is, can you say something about yourself and Joseph Brodsky? I wasn't one of his closest friends. I met him in the States at a few readings and had seen him on stage and admired the poet and the prophet. But in my late 30s, I spent a year at the American Academy in Rome. Значит, я не была одним из его ближайших друзей, я много раз видела его выступления на сцене, но потом я оказался в Американской академии в Риме, где был и он. And as you know, Brodsky loved Italy, and he wanted to establish his own Russian Academy in Rome. Бродский очень любил Италию, и тогда он думал о собственной русской академии в Риме. So he was in residency for 3 or 4 months during the year that I was there. Он там жил 3-4 месяца в тот год, когда я был там тоже. So this was very lucky for me, and we had coffee every day, and this is how we became friends. И это было было таким удачным моментом, и получилось так, что я был тоже вторым поэтом, который был в резиденции, и мы каждый день в течение нескольких месяцев с ним перепортили. I think he was a little lonely because he didn't have friends and poets around. Ну да, там не было достаточно друзей и поэтов, ему было несколько одиноко, и мы с ним болтали каждый день. So I began to see the difference between the performer, who was a kind of prophet, and the person who I came to know. Значит, я стал видеть разницу между человеком на сцене, который был как бы пророком, и человеком, который в интимной беседе. But I confess that we mostly just talked about poetry. Но я должна сказать, что в основном мы обсуждали поэзию, мы говорили о поэзии. And I'm a little embarrassed to think of all the times where we started with a large group of people and ended with just the two of us. Ну, даже мне немножко было совестно, что мы иногда встречались с большой группой людей, потом оставались вдвоем. We basically bored everyone to death with poetry. Я думаю, что мы всем становится невероятно скучно от наших разговоров о поэзии. As you know, his knowledge of poetry was tremendous, and he had the highest feeling for the work of poetry. Он невероятно ценил поэзию и был очень большим знатоком поэзии. And I like his idea of poetry as accelerated thinking. Значит, ему нравится его идея поэзии как ускорение мышления. But everyone who knew Joseph in America immediately became involved as soon as you saw him with a poem that he was translating from Russian into English. Значит, все, кто его знал в Америке, все тут же каким-то образом вникали в перевод, когда он переводил свое стихотворение на английский. So he was constantly trying out idioms, vernacular, rhymes, in sort of the kind of linguistic world of poetry in English. Значит, он пробовал разные рифмы, идиомы и так далее, то есть он как бы, пробовал разные вещи, когда он переводил свои стихи. As for his love life, it was a kind of Molière comedy. In one door, someone coming in one door, someone else going out the other. Что касается его любовной жизни, это было похоже на комедию Мольера. Кто-то входил в одну дверь, кто-то выходил в другую дверь. Is that sufficient? Thank Thank you. Ваше знакомство с восточноевропейской поэзией, как сказала нам Аня, обязано многим переводчикам, или у вас есть какой-то один переводчик, доверяя которому вы знакомы с этой поэзией? Your knowledge of Eastern European poetry, I mean, you read poetry translated by many translators, or you just have one translator that, you read for the most? No, I read as many translations as I can find. Я читаю такое количество переводов, какое вообще можно найти. And then when I'm writing about a poem in translation, I get someone to give me a literal version of it. Когда я пишу какое-то эссе о стихотворении переводном, я прошу, чтобы они также мне дали подстрочник. But of course, the literal version is not a poem. Ну, конечно, подстрочник это не стихи. A poem that something is recreated in a new language.
Поэзия — это стихотворение, которое заново написано на другом языке. And then there's just the reality that some poets translate well and some are extremely difficult to translate. Ну и потом понятно, что каких-то поэтов легче переводить, чем других. For example, Brodsky and I had a slight difference about rhyming. У нас с Бродским были, как бы разные мнения на тему рифма. We both love rhyming, but he believed that the translation of poetry into rhyme was the most important thing. Мы оба любим рифмованную поэзию, любили рифмованную поэзию, но Бродский считал, что очень важно переводить ее рифмой. But I believe that the most important thing was the recreation of the poem in the new language. Мне казалось, что гораздо важнее это воспроизвести стихотворение в другом языке, на другом языке. So, for example, in the translations of Akhmatova, he preferred a series of poems by a translator that rhymed. But I thought the poems were read very poorly in English, and I preferred other poems by poets that did not rhyme, but were better poems in English. Значит, он предпочитал переводы Ахматовой на английский рифмованные, а мне нравились переводы не рифмованные, написанные верлибром, но они гораздо лучше звучали на английском. But it's just a reality. For example, with Svetaeva, her prose translates better than her poetry. Он говорит, проза Цветаева переводится гораздо лучше, чем ее поэзия. And it's evident that free verse is easier to translate than metrical verse. Понятно, стихотворения, написанные верлибром, переводить легче. А как вы относитесь к Карлу Сенбергу, такому великому чикагскому поэту Карлу? What do you think about Carl Sandburg? Yeah. The question is about Carl Sandburg? Yeah. Как вы относитесь, what are your thoughts, feelings about Carl Sandburg, great Chicago poet? I can't agree that he's great. Я не считаю его I have a sentimental attachment to him because he comes from Chicago. У меня к нему сентиментальная привязанность, потому что он из Чикаго. But really, he's a kind of poor man's Walt Whitman. Он как бы Walt Whitman для бедных. Personally, I prefer other poets who were influenced by Whitman more than Sandburg. Мне нравятся другие поэты, которые писали под влиянием Whitman. Early Mayakovsky understands Whitman, I think, maybe better than Sandburg does. Мне кажется, что ранний Маяковский лучше понимал Whitmana, чем Sandburg. And so does the Turkish poet Nazım Hikmet, and so does the Portuguese poet Fernando Pessoa. Fernando Pessoa лучше понимали. So did Apollinaire in France. And Americans, and of American poets. Who were influenced by Whitman? Yes, many. Who you prefer? But for example, I think that William Carlos Williams was influenced by Whitman and is a more significant poet. Early Allen Ginsberg is marvelous and very funny. And he has a poem about Walt Whitman in the supermarket. Very funny. And then there's a whole generation of American poets where Whitman was a great example. All of who recently died. Adrienne Rich, W.S. Merwin, Philip Levine, a group of American poets who took Whitman as a kind of model. Целое поколение поэтов, которые вообще-то недавно умерли. Merwin, Adrienne Rich, and who was the Philip first? Levine. And Philip Levine. Galway Canal. Chicago. But here Whitman serves as a great model of inclusiveness. You translate that. What do you say? He's a great model of inclusiveness. Он как бы объединял многих поэтов. He invites everyone to the table. Он приглашал всех к столу. So this is an important American model. And, Это важная американская модель поэзии. and I think it's been interesting to watch Whitman's influence in different parts of the world because people don't really know what it is to be a poet of democracy.
Было интересно наблюдать, как Уитмен оказал влияние на поэтов из разных стран, потому что в многих странах они не знают, что такое быть, демократическим поэтом. And here Whitman is a kind of model И он как бы модель вот поэта демократии. because he showed no preference for white people over black people, no preference for men over women. He really believed in equality. Он действительно верил в равенство, он не считал, что белые люди, так сказать, выше, лучше черных, что он считал, что мужчины и женщины равны, он был как бы... So to speak of Sandburg, he had the vision that Whitman had. He is a great sort of poet in the sense of including people as a Democrat, as a democratic person. Конечно, Карл Сенберг был тоже таким демократическим поэтом, который включал бы... But the music of his poetry, the free verse, is kind of weak. Но верлибр его и музыка его поэзии как бы не очень... Whereas Это не сильная сторона его поэзии. Whitman is taking his rhythm from the translation of the King James Bible into English. Ритмы Уитмена, они взяты из перевода Библии на английский язык. Это Версия короля Якова. Which is really the source of prose in English. И это также как бы и источник американской прозы. But just sort of an interesting thing parenthetically is I think that Brodsky could not hear Whitman. Но я также могу сказать, что мне кажется, что Бродский не слышал, не понимал Уитмена. Because Brodsky was kind of deaf to this kind of free verse tradition in poetry. Он как бы был глух к этой традиции верлибра в американской поэзии. But this is when I said that this is what's got me in so much trouble in 2001. Поэтому в 2001 году это вот тоже, он как бы сам пострадал из-за своих взглядов. Глух к традиции верлибра Вы имеете в виду Он был глух к традиции верлибра. или к традиции демократической поэзии? Was he deaf to the tradition of democratic poetry or to free verse? No, not to democratic poetry, to free verse. Free verse, верлибр. No, there's a debate where on an American television show where Brodsky is debating a conservative critic. Значит, был диалог Бродского, как бы дебаты с консервативным критиком на американском телевидении. And the critic says that maybe authoritarianism is good for poetry. И критик сказал, что, может быть, авторитарная власть хороша для поэзии. Because poetry flourishes in opposition. Потому что поэзия расцветает в оппозиции. But Brodsky wouldn't have any of it, and he said, freedom is the most beautiful thing. Но Бродский сказал, что нет, свобода — это самая прекрасная вещь. Brodsky used to say that he was disappointed in Americans because they weren't as individualistic as he hoped. Бродский сказал, что он был разочарован в американцах, что они не были такими уж индивидуалистами, как он надеялся. So I think the vision is a very democratic vision. But the idea of poetry was a metrical poetry. And so he much preferred Emily Dickinson. Идея поэзии у Бродского всегда была связана с рифмой, и он предпочитал Эмили Диккенсон. And there are great formal poets in America. И в Америке, да, были прекрасные поэты. Brodsky was, of course, the greatest for Brodsky were Thomas Hardy and Robert Frost. Он очень любил Томаса Харди и Роберта Фроста. He sometimes said that he wanted to be W.H. Auden. Иногда он говорил, что он бы хотел быть Оденом, W.H. Auden. He became very good friends with the Caribbean poet Derek Walcott. Он был близким другом Дерека Уолкотта, карибского поэта. He loved Robert Lowell, the formal poetry of Robert Lowell. Нравился Роберт Лоу. And his first translators were very fine American formalists like Richard Wilbur, Anthony Hack, James Merrill. Его первые переводчики были поэты, которые писали такую метрическую рифмованную поэзию. Антони Хэкт, Richard Wilbur, Ричард Уилбер James Merrill. и Джеймс Меррилл. But he just did not want to, or could not, or did not believe in this other free verse tradition, which is absolutely central to American poetry.
Но он очень сопротивлялся традиции верлибра, а это абсолютно центральная традиция американской поэзии. Спасибо. Я прошу прощения, я одновременно с вами задавала вопрос. Повторите свой вопрос. Спросил. Библия на английском, он рассказывает, рифмованная, то есть вот у нас русский перевод, который сделан с английского перевода когда-то, да, Библия, он не рифмованный, там рифмовано только из песни. А на самом деле, вот Библия рифмована. Что за... No, Это... no. Нет, конечно. Нет, она не рифмована. But it's not rhymed in the original either. Но и в оригинале она не рифмована. It's not a rhyming language. Если там нет белого стиха, да? Can you say it's written in 3 verse? No. No, I think it was written in a kind of metrical Hebrew, but I don't know enough about the original. Но она была написана иврите, но говорит, я недостаточно его знаю, чтобы точно сказать. I think it changes from book to book. Но она меняется от книги к книге. Разные главы написаны по-разному. I'm of the belief that it was written over different periods of time and put together. И я верю все-таки, что, наверное, эти разные книги были написаны в разное время, и потом они были собраны вместе. Should you read some? Эдвард спрашивает, хочу ли я почитать какие-то свои стихи. Да, пожалуйста. Может нам стихи Анны послушать? Вот. Значит, Эдвард будет переводить на английский? Yeah. No, he'll need to suffer. Он будет страдать, сколько русского он не знает. Хорошо, я вам почитаю какие-то стихи из новой книжки, которая вышла. Они обе были в лонг-листе премии, и книга Хирша, и книга моя Союза писателей 21 века. А вот тут Наташа, с которой мы были вместе на конференции поэтической в Казани. И нас из Казани повезли в Елабугу, где был такой плакат «Елабуга ждет вас». Ну, кто-то сразу сказал, вся веревка есть с собой. Вернулись все, да. По дороге в Елабугу. Плоский, как пицца, пейзаж проносится слева. Тощие березки торчат из талого снега. На пирамидке Ленин с головкой микроцефала, на фоне красно-кирпичной кремлевской стены. Тут в тесной избе прожила последних 11 дней Марина Цветаева, с сердцем испепеленным, смертоубийственным взглядом медузы Горгоны с погонами НКВД на ворсистом пиджаке. Уставшая от всего и от самой себя, уже не себя. Елабуга ждет вас, неистов плакат на стене для туристов. Сытый когда-то купеческий город, где Шишкин отец горд был сыном, изобразившим семейство упитанных мишек в дремучем сосновом лесу. Вот у меня возникла такая идея. У меня есть одно стихотворение, которое вызвало какой-то фурор на Фейсбуке, потому что оно, такое даже скорее неприличное. Но на самом деле это стихотворение о поисках любви. Но я не знаю, стоит его читать, но поскольку все, по-моему, совершенно стоит. Мы потом у Платона спросим, насколько это... Да, ну на самом деле это имеет какое-то отношение к Москве, описанной, скажем, в книжке «Парка культуры» Ямпольского, где, с одной стороны, что-то происходит, скажем, все-таки какая-то форма насилия чувствуется над человеком, с другой стороны, бесконечные вернисажи, поиски любви, секса и бесконечный праздник жизни, так сказать. В поисках любви.
А в эпоху путинизма, патриотизма народ по-черному ебется, всех в клубе женщина кончает, орет в порыве пароксизма. 2 лилипута ее веревками связали, так что потом придется шрамы неделю мазать вазелина. А ищут все любви. Побритая девица панк в страпоне трахает банкира в жопу, жена его тем временем кончает рядом на плюшевом диване с тренером по джиу-джитсу Ваней. Надо успеть помыться и одеться, чтобы успеть в гараж на вернисаж. А ищут все любви. Стареющий антропософ пульс щупает, чтобы убедиться, что не умер. Ест шпинат, посыпанный циалисом на завтрак. Сегодня на прием придет распутная славистка, а через 3 часа Алина, искусствовед. Пора подумать, что съесть на обед. А ищут все любви. Художник Йосиф 5-й раз женился, супруга юная с длинными ногами. Стихи под нос бормочет, накурено с утра. Винишко выпьет, полистает Деррида, с любовником по скайпу поебется, с Гуделиной по бульвару прошвырнется. А ищут все любви. Аутичный мальчик Сани любит Лялю, у Ляли есть сисечки и ножки. Она смеется и нежно гладит Саню по спине. Не говорит ни слова, потому что не умеет. А на бульваре почки распустились, того гляди, весна грядет. А муж за деревом укрылся и ухмыляется, довольный. А по пути в JFK. Фигура тут, фигура там, жизнь суета, мир бедлам, одуванчики на ветру, сегодня тут, а завтра ку-ку. Индустриальная панорама, пересеченная хайвеем, на противоположном берегу реки пастораль. Церквушка, прозрачные силуэты деревьев, на ветвях созревают почки в преддверии новой весны. И, может быть, мы где-то там, в закулисье апреля, смиренно выхода ждем, на удачу надеясь и прощения прося у родных. Это стихотворение посвящено литовскому поэту Антану Саjonинасу. Одно еще почитаю. Живущему ныне или он? Он живет ныне? Антан Саjonинас замечательный литовский поэт, живой, так сказать, я его переводила, и он меня переводил. Мы не знакомы. Перекошенный абажур. Свет то слепит глаза, то тускнеет. Жизнь в перекосе, как фотография с оборванным углом. Не разберешь, кто там за столом в манишке, но с оторванным лицом, и чья нога под столом гладит ножку в туфельке с бантом, то ли офицера усатого в мундире с аксельбантами, то ли вот этого господина с длинными волосами в открытой рубашке народовольца. Сама себя в опрокинутом времени не узнаешь. Вот девочка в колючей кофточке с овечками улыбается застенчиво в камеру, держит куклу кустарно-советского производства, все на фоне обоев, которых не делают больше. Та же девочка с потрепанной куклой на другой фотографии, на коленях отца еще молодого, но с грустным взглядом. Мама слева, красивая и стройная, домработница Фрося с полурасплетенной белокурой косой, и тетин муж Хаим, убежавший из Берген-Бельсена рядом. Время движется по кругу, девочка на фотографии спрыгивает с дивана и бежит к соседям по коммуналке, позвать стриженного розовощекого Альфредку играть под елкой. Там целлулоидный шимпанзе прислонен к крестовине. В книжке Бьянки ласточка отбилась от стаи. В темной спальне гудит круглая печь, а на стене пляшут таинственные тени. Накопившаяся жизнь, накопившиеся книги, накопленный опыт, прогрессирующее слабоумие, век живи, дураком помрешь. Противные, злые, идеальные дети доли Вани Карениной, преемственность поколений, любовь до гроба, доброта случайного встречного, жизнь копейка, белиберда, снова фотография без угла.
Чего хочет народ? Закончить, прочитать еще какое-то стихотворение Эдварда, еще какое-нибудь стихотворение мое. И то, и другое. И то, и другое. Let's read another poem of yours. And maybe one poem more. That's what people want. Maybe several poems. What? Maybe, может быть, несколько стихотворений. Пожалуйста. How about two scholarly love? One second. Let me find something already. Okay. Should we try that? Two scholarly love poems. One, Dead Sea Scrolls. I was like the words on a papyrus apocryphon buried in a cave at Qumran, and you were the scholar I've been waiting for all my life, the one reader who unraveled the scrolls and understood the language and deciphered its mysteries. Two, a treatise on ecstasy. Touching your body, I was like a rabbi poring over a treatise on ecstasy, the message hidden in the scrolls. I remember our delirium as my fingers moved backwards across the page, letter by letter, word by word, sentence by sentence. I was a devoted scholar, patiently tracing the secret passages of a mysterious text. Our room became a holy place as my hands trembled and my voice shook when I recited the blessings of a book that burst into flames. Два научных стихотворения о любви. Первое. Свитки Мертвого моря. Я был, как слова в апокрифоне свитка, зарытого в Кумранской пещере. И ты была ученым, которого я ждал всю свою жизнь. Единственным читателем, который расшифровал свитки и понял язык, и разгадал их тайны. Второе. Трактат на тему экстаза. Прикасаясь к твоему телу, я был как раввин, корпящий над трактатом на тему экстаза, над посланием, запрятанным в свитках. Я помню наш делирий, когда мои пальцы двигались в обратную сторону, страница за страницей, буква за буквой, слово за словом, предложение за предложением. Я был прилежным учеником, терпеливо исследующим тайные отрывки таинственного текста. Наша комната превратилась в святилище, в то время как руки мои дрожали и голос прерывался, когда я произносил благословение из воспламенившегося фолианта. Каждый поэт должен написать о любви. Что еще можно сказать о любви или о смерти, о томлении духа, о тополином пухе на щеке и о руке в руке, переходя улицу к кафе, где? О том, как незаметно замирает звук за окном, как отодвигается тяжесть ежедневных забот, как время течет, как мед, как оно замирает, как день впереди иногда весит 600 тонн, как пройти от угла до поворота, не оборачиваясь, может занять 3 года. Что осталось от того медового лета, которое кануло в лету, дыхание в унисон, как сон, и сон пчел над клевером, кашкой, зидой и ромашкой. I'm going to start living like a mystic. Wait and see. I was reading the Sufi poets. Читал поэтов суфистов.
and I decided that I should have been a Sufi poet. Надо было быть суфистом. So Sufi in English means wool, In English means wool, like a Ага. wool sweater. суфи, это означает на английском шерсть, как свитер, шерсть. Anyway, everything in this poem is a reference to Sufi poetry. I'm going to start living like a mystic. Today I'm pulling on a green wool sweater and walking across the park in a dusky snowfall. The trees stand like 27 prophets in a field, each a station in a pilgrimage, silent, pondering. Blue flakes of light falling across their bodies are the ciphers of a secret and occultation. I will examine their leaves as pages in a text and consider the bookish pigeons, students of winter. I will kneel on the track of a vanquished squirrel and stare into a blank pond for the figure of Sophia. I shall be scouring the sky for signs as if my whole future were constellated upon it. I will walk home alone with the deep alone, a disciple of shadows, in praise of the mysteries. Я стану жить, как мистик. Сегодня я натягиваю зеленый шерстяной свитер и пересекаю парк, сумеречный снегопад. Деревья стоят в поле, как 27 пророков, каждая, как привал у паломника, молчаливая в раздумье. Голубые хлопья света, летящие на фоне их стволов, это секреты оккультных шифров. Я буду изучать их листья, как страницы текста. Буду учиться его толкователей зимы, голубей-книжников. Я на коленях рассмотрю тайный путь побежденной белки и буду вглядываться в чистую поверхность пруда в поисках Софии. Я буду разыскивать знаки в небе, как будто все мое будущее раскинутое на нем, как созвездие. Побреду домой один, с глубочайшим одиночеством в душе, специалист по теням, преклонением перед таинством. Я вам прочитаю стихотворение из новых, не напечатанных еще. Как раз про Москву. Звуки сакса Колтрейна и трубы Макса Дэвиса плывут, проникают сквозь хлипкие стены кооператива в теплом стане. Кот Гриша на подоконнике лениво следит за входящими в подъезд, мечтает о полосатой Василисе